Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео будет интересным тем, кто ищет редкие, красивые многолетники, декоративные весь сезон. Оно также будет полезным всем желающим создать необычный цветник в тени своего сада. Речь пойдет про крупное почвопокровное растение под названием лириопе. Чем оно интересное? Во-первых, этот очаровательный многолетник вы не увидите в каждом саду. Так что за счастливых обладателей лириопы можно только от души порадоваться. Хотя на сегодня лириопы уже не проблема купить. Его продают в виде листовых розеток многие интернет-магазины. Вы также можете подобрать разные по высоте и окраске сорта. Это растение можно смело назвать высокодекоративным, так как в нем интересно смотрится и его саблевидное, с небольшим глянцем листва и особенно удлиненные колосовидные соцветия. Преимущество лириопы еще и в том, что кустики вы можете выращивать в притененных местах, например, под деревьями и кустарниками. Данный многолетник обладает средней скоростью роста. Кусты могут вырастать в высоту от 20 до 70 см, в зависимости от разновидности и сорта. Небольшие растения хороши тем, что их удобно выращивать даже в контейнерах. Корни лириопы мочковатые, но очень глубокие контейнеры им не нужны. Низкие сорта также декоративны своей густой глянцевой листвой. Из этих растений получаются красивые бордюры и обрамления клумб. Лириопы также отлично сочетаются в совместной посадке с другими многолетниками и однолетними цветущими культурами. Хорошими компаньонами лириопы могут стать разные хосты и гехеры, анемона японская и другие цветы, цветущие со второй половины лета и осенью. Лириопы выпускает свои яркие соцветия с августа и эффектно цветет до прихода осенних морозов. Но есть растения, которые зацветают гораздо раньше, и те, что в более теплых садах, цветут по декабрь. В зависимости от вида и сорта цветки бывают белыми, лавандовыми, синеватыми, розовыми и фиолетовыми. Интересно, что есть сорта, которые приживаются и на солнце, и в тени. Белоцветковые лириопы лучше выращивать в притенении. У некоторых растений плотные цветоносы имеют насыщенный красноватый оттенок. На фоне темно-зеленых листовых розеток сиреневые колоски лириопы выглядят потрясающе. Среди этого многолетника есть также сорта с очень привлекательной пестрой листвой. Если вы ищете вариегатные растения, обратите внимание на сорт Silver Dragon. Его плотные длинные листья отличаются эффектными серебристо-белыми полосками. Не менее интересный сорт Gold Bandit. Такие кустики особенно красиво выглядят в тенистых местах и по виду напоминают высокодекоративные злаки. Но в отличие от последних, лириопы агрессивно не разрастается. Кстати, обратите внимание на то, что лириопы очень часто путают с таким растением, как офиопагон. Все-таки это разные культуры, хоть и родственные. Обе дают красивые, вечно зеленые розетки из декоративной листвы и могут иметь широкое использование в ландшафтном дизайне. В отличие от офиопагона, объемные кусты лириопы при должном уходе выпускают достаточно большое количество цветоносов, что смотрится как роскошный букет. Ее розетками можно украсить не только участки в саду, но и придомовую зону, балкон или террасу. В период цветения лириопы будет радовать вас очаровательными соцветиями и листвой, а также приятным ароматом. В зависимости от вида, высота цветоносов может достигать 70 см. Контейнерные растения с похолоданиями заносят в помещение. Декоративные розетки из вечно зеленой листвы украсят ваш дом даже зимой. Только не располагайте вазоны на солнечных окнах. Лириопы не очень любят прямые палящие лучи солнца. Радует и то, что этот многолетник может расти в легком притенении и даже в более тенистых местах. Но при хорошем освещении количество соцветий будет больше, а их окраска ярче. На солнечных участках потребуется следить за своевременным поливом, так как вечнозеленая листва лириопы может подгорать. Если вы запланировали высадить кустики на солнце, основание растений лучше мульчировать. Также этот многолетник предпочитает расти на более защищенных от сквозняков участках.
Открытые и ветреные места лириопа не любит. В природе данный почвопокровник произрастает под ажурной кроной высоких кустарников и деревьев, хотя наиболее благоприятное место для кустиков там, где есть рассеянный свет. Все-таки в полной тени большого количества ярких соцветий вы не дождетесь. Растение декоративное своим цветением и эффектной дугообразной листвой. С годами кустики наращивают свои объемы и расширяются, наращивая молодые розетки. В результате из лириопы можно получить красивую полянку или вырастить роскошный цветочный бордюр. У лириопы напрочь отсутствует стебель. Растение состоит из пышных листовых розеток, что смотрится на клумбе очень эффектно. Массовые посадки этих многолетников декоративно выглядят даже когда они не цветут. Данный почвопокровник хорош и тем, что его низкорослыми сортами с годами можно заменить капризный газон, создавая красивые полянки в тенистых садах. Есть участки, где трава без полива, хорошего освещения и удобрений расти не станет. К тому же не везде ее удобно косить, а вот низкие розетки лириопы в кошении не нуждаются и удачно прикроют оголенную землю. Из кустиков этого почвопокровника также выходят красивые малоуходные рабатки и бордюры вдоль дорожек. Интересно, что свое название лириопа получила в честь мифической нимфы. Ее узкие листья чем-то схожи с фигурой этого мистического существа. Уход за этим растением достаточно простой. Обрезку проводят лишь для поддержания декоративного вида и стимулирования образования новых цветоносов. Грунт лучше подобрать нейтральной или слабокислой реакции. Он должен быть рыхлым и питательным. Хотя этот почвопокровник к почвам неприхотливый, но для него больше подойдет хорошо пропускающая воду и воздух земля. Застой влаги может негативно повлиять на корни. По окончанию цветения на соцветиях завязываются темно-фиолетовые семена. Их можно использовать для размножения. Но гораздо проще размножить кустики делением. Выкапывают и делят корневища весной. Цветущие растения не беспокоят. Деление также необходимо разросшимся кустам старше 3 лет. Это позитивно влияет на их декоративность и цветение. Что касается зимостойкости, то для холодных садов средней полосы лучше подобрать вид лириопы колосистой. Он более выносливый к морозам и подходит даже для 4 и 5 климатических зон. В основном лириопа переносит понижение температуры до -15 градусов. В более холодных и малоснежных регионах кустики укрывают высоким слоем опавшей листвы и агроволокном. Весной таянием снега укрытие убирают. Если вы посадите этот симпатичный многолетник, он будет украшать ваш сад весь сезон. Весной и летом лириопы красиво своей декоративной листвой, а яркие, ароматные соцветия будут вас радовать вплоть до конца октября. Надеюсь, что вам тоже приглянулось это растение. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.